Здравствуйте. Сейчас я хочу задать вопрос всем машинистам, которые создают свои видео на ПК. Вам никогда не надоедал процесс смены текстур у Марио? Любых текстур. Глаз, кепки, волос по бокам и так далее. И тут не важно, каким методом вы пользуетесь. Это могут быть хоть ромы или сохранение с миньонными глазами, или же функция текстур паков в некоторых графических плагинах. Лично я пользовался последним методом, и хоть мне лично этот метод больше всего нравится, мне все равно надоело каждые 10 секунд перетаскивать текстуры из одной папки в другую. Поэтому я решил написать программу, которая облегчает процесс смены глаз. И этой программе я дал название Катаракта. Вообще, эта программа довольно простая, и вряд ли вы столкнетесь с какими-либо трудностями с ней. Но все бывает, поэтому в этом туториале я вам расскажу, как настроить эту программу и как ей пользоваться. Но перед всем этим вообще нужно разобраться, что именно делает программа. И тут все предельно просто. У эмуляторов есть некоторые графические плагины с поддержкой текстур паков. И чтобы в эти текстур паки добавить текстуры, нужно в определенную папку поместить эти самые текстуры. Все, что делает Катаракта, это просто за вас перемещает нужные текстуры в эту папку, чтобы вам не нужно было мучиться каждый раз, делая это вручную. Если вы уже знаете, как этим методом заменить текстуры, то вы можете просто пропустить эту часть туториала. Есть три самых известных графических плагина с поддержкой текстур паков: Rise Video, Maglor с Rise Video и Gliden 64. Не путать с просто Glide 64. Если у вас не очень мощный компьютер, то используйте первые два. Если же наоборот достаточно производительный компьютер, то используйте Gliden 64. Сейчас я вам покажу, как пользоваться каждым этим плагином, а если вернее, то их функция текстур паков. С первыми двумя плагинами процесс довольно схожий. В папке эмулятора, где хранятся графические плагины, создайте папки Cache, HRS Texture и Texture Dump. И именно в папке, где графические плагины. Если у вас Project 64 версия 1.6 или ниже, то графические плагины будут храниться просто в папке плагин. Если у вас версия поновее, то в папке плагин будет папка GFX, и уже там нужно создать ранее перечисленные папки. Теперь нам нужно сделать дамп текстур, чтобы получить сами текстуры из игры. А самое важное — их название, потому что именно по названиям плагин определяет, какие текстуры нужно заменить. Включаем галочку Dump Textures to Files, и в папке Texture Dump начнут появляться текстуры из игры. Чтобы появились текстуры Марио, вам возможно нужно будет походить по локациям в игре. После этого мы можем достать из этой папки все необходимые текстуры и убрать галочку с опции. Теперь делаем какие-то изменения в этих текстурах. Заходим в папку HRS Texture, создаем там папку Super Mario 64 и в эту папку кидаем текстуры. И включаем Load HRS Textures if available. Только не забудьте убрать галочку с Cache HRS Textures. С этой галочкой плагин будет сохранять ваши текстуры в кэш для более быстрой загрузки текстур. Вот только он может не заменить старые текстуры в кэше на новые. Теперь, чтобы наши текстуры появились, мы можем сделать сохранение кнопкой F5 и загрузить это же сохранение кнопкой F7. И теперь у вас заменены текстуры, поздравляю! Итак, Glide N64. С ним почти все так же. Только тут мы можем вручную выставить пути для кэша, дампов и текстур паков. Чтобы задампить текстуры, нужно поставить галочку на Dump/Edit Textures и нажать на D. Опять же, может быть нужно походить по локациям, чтобы все нужные текстуры появились. Так же само мы можем отредактировать эти текстуры и поместить в папку с текстур паком. А чтобы загрузить эти текстуры, мы можем либо выключить и включить текстур паки, либо же с включенным Dump/Edit Textures нажать на R, и у вас заменят текстуры. С графическими плагинами разобрались, а теперь давайте же разберемся с Катарактой.
Переходим по ссылке в описании на GitHub страницу программы и под релизы скачиваем последний выпуск. Обратите внимание, что если у вас Windows 8.1 или выше, то скачивайте обычную версию. Если же у вас Windows 7 или Windows Vista, то скачивайте версию, у которой прописано Py38. Катаракта написана на языке программирования Python. И отличие Py30 версии от обычной в том, что она собрана с Python версии 3.8. И эта версия Python поддерживает Windows 7 и Windows Vista. Обычная версия собрана с Python 3.11, которая не поддерживает Windows 7 и Windows Vista. Распаковываем архив и запускаем. Если ваш антивирус посчитает катаракту вредоносной, то вы можете проигнорировать это. Катаракта полностью с открытым исходным кодом, и любой может прочитать весь код программы. Вы там не найдете ничего вредоносного, только лишь хреновую тучу спагетти кода. После загрузочного экрана нас встречает сама программа. Но для начала нам нужно ее настроить. Заходим в Options и Settings. И давайте сначала поменяем язык на тот, с которым мы больше всего комфортны. Нажимаем Apply и перезапускаем программу, чтобы все изменения вошли в силу. Что означает проверять на обновлении при запуске, думаю, и так понятно. Всегда сверху при запуске просто делает опцию «Всегда сверху», включенной, когда вы запускаете катаракту. Переходим во вкладку «Текстуры». На эти две штуки мы пока что не будем обращать внимание. Под HRS с папкой SM64 мы добавляем путь к папке с текстурами для Mario 64. Названия для текстур уже выставлены, и вам их скорее всего не нужно менять. Теперь мы пока закроем катаракту и зайдем в папку программы. Тут есть папки Ice и CHMB. В Ice хранятся папки с глазами, а в CHMB хранятся папки с текстурами кепки, бакенбардов, усов и кнопок на комбинезоне. Чтобы добавить текстуры, мы просто создаем папку, называем ее как хотим и кидаем туда наши текстуры. Папки, у которых в названиях есть example, это папки для примера, как нужно добавлять текстуры. Их можно удалить. Теперь мы можем запустить катаракту и эмулятор. Если вы сделали все правильно, то у вас в списке должны появиться ваши текстуры. Мы можем нажать на одну из текстур в списке, и у нас отобразятся все найденные текстуры. Нажимаем «Применить SM64», перезагружаем текстур пак, и у нас заменены текстуры. Окей, что такое дополнительные текстуры? В общем, вы знаете, что чтобы сделать спаз у Марио, чтобы его так колбасило, нам нужно сделать сохранение в Mario 64 и потом загрузить это сохранение в другой игре. Так вот, когда вы в другой игре загружаете это сохранение, то текстуры с теми же названиями, что мы используем в просто Mario 64, не будут работать. Нам нужны текстуры с названиями специально для этой игры. Я называю эти текстуры дополнительными. Чтобы в этом случае катаракта поменять текстуры, мы, как я только что говорил, создаем сохранение в Mario 64 и загружаем его в другой игре. В моем случае это Mario Kart 64. Потом включаем дамп текстур, открываем папку с дампами текстур у другой игры и находим там все нужные текстуры. Заходим в настройки катаракты и под дополнительной HRS папкой пишем тот же путь, что и к папке Mario 64, только уже с названием этой другой игры. И под дополнительными текстурами вписываем название всех найденных нами текстур. Писать формат файла не нужно. В папках с текстурами в катаракте мы затем копируем текстуры и пишем название. После этого у нас будут при выборе отображаться дополнительные текстуры. На этом вроде все. Если у вас были какие-то проблемы, то надеюсь, что я помог вам их решить. Если есть какие-то вопросы, то задавайте их в комментариях, я попробую на них ответить. А теперь я пойду делать машиниму. Всем до скорого!